Наступил наш редкий ленивый выходной. Тот самый день, когда хочется лежать под одеялом, смотреть в потолок и делать вид, что мира за его пределами не существует. Но у взрослой жизни есть один странный парадокс. Чтобы провести выходной максимально лениво и расслабленно, нужно все-таки немного пошевелиться. Иначе весь день незаметно превратится в лежание на диване, а потом вечернее разочарование о бесцельно потерянном времени. Тем более, что такие свободные дни в последнее время у нас выпадают все реже и реже. Поэтому еще с вечера у нас был план поехать на молочную ферму в Токати. Говорят, там местное молоко настолько вкусное, что после него обычное магазинное уже не воспринимается всерьез. Но утром мы открыли карту, посмотрели на маршрут, и нам немножечко взгрустнулось. 3,5 часа туда и 3,5 часа обратно. Ну, что мы там, собственно, увидим? Хочется же не просто поставить очередную галочку на карте и намотать сотни километров. Хочется спокойно погулять, вкусно поесть, залипнуть на что-нибудь интересное, в конце концов. И плюсом в обязательном порядке оставить время для онсена под конец дня. А по плану получалось так, что большую часть выходного дня мы просто тупо проведем в машине. Так что мы все переиграли, и план был оперативно пересмотрен. Почему выбор пал именно на молочную ферму? Да потому что я уже рассказывала, что Хоккайдо считается сельскохозяйственной житницей Японии. Здесь выращивают картофель, кукурузу, пшеницу, фасоль, рис и еще огромное количество всего-всего-всего. Но главная гордость острова – молоко. Оно жирное, удивительно насыщенное и приятно сладковатое на вкус. Оно не похоже ни на одно молоко мира. Поэтому наши поездки на фермы давно превратились в отдельный вид отдыха, потому что фермы на Хоккайдо – это совсем не история про коровник, грязь, трактор у сарая и вонючую силосную яму. Здесь многие хозяйства больше напоминают арт-пространство под открытым небом, то есть красивые территории, стильная архитектура, кафе, мастерские, дегустации и локальные продукты. Ты приезжаешь не только посмотреть на коров, но и провести несколько приятных часов среди природы. В итоге наш выбор пал на Нисеко Такахаши ферму. От Саппоро сюда чуть более 2 часов езды, а сам маршрут идеально вписывался в наш ленивый график. Утром дорога, днем ферма и дегустации, а вечером онсен. Конечно же, наш маршрут пролегал через те самые знаменитые хоккайдские дороги в бесконечных заплатках, на которые многие любят хорошенечко так повозмущаться, мол, как это так? Япония, а асфальт выглядит так, будто его регулярно бомбят. А вот так. В прошлом своем видео я затронула эту тему и подробно все рассказала, почему такие заплатки. Если кратко, то на Хоккайдо суровые зимы, постоянные перепады температур, снег, лед и морозы. Дороги здесь трескаются каждый год. И по факту, если их ремонтируют, значит за ними следят. Сказать честно, лично я давно пришла к такому выводу, что уж лучше такие дороги, пусть местами в заплатках, но постоянно ремонтируемые, чем те дороги, на которых или яма на яме и ямой погоняет, или же еще хуже того, когда дороги и в принципе нет. Зато есть грандиозные планы ее построить когда-нибудь в светлом будущем. Потому что заплатка – это все-таки признак того, что кто-то что-то делает. Пусть не идеально, пусть не всегда красиво, но делает. А когда не меняется вообще ничего, вот это уже действительно повод для грусти. Так что на эти заплатки мы здесь давно перестали обращать внимание. Нам как-то интереснее смотреть не под колеса, а по сторонам. Тем более, что Хоккайдо в этом плане никогда не подводит. Поэтому мы просто ехали дальше и любовались пейзажами. Весна на Хоккайдо вообще приходит очень осторожно. Где-то еще лежит снег, поля только начинают освобождаться после зимы, деревья стоят серые и сонные, а воздух остается холодным и влажным. Создается ощущение, будто весь остров только-только начинает просыпаться. И чем ближе мы подъезжали к Нисеко, тем гуще становился туман, причем настолько плотный, что временами казалось, будто фары просто подсвечивают молоко. В этих местах такое случается часто.
Нисеко, о котором я тоже рассказывала в своем видео про хоккайдские дороги, живет в собственном микроклимате, и погода здесь способна меняться буквально за несколько минут. В какой-то момент стало даже немного жутковато, видимость местами сокращалась метров до 50, вокруг белая пустота, а где-то за ней вполне могут оказаться лисы, олени или даже медведь, решивший проверить дорожную обстановку. Поэтому ехали мы очень осторожно и внимательно всматривались вперед. И когда сквозь туман начали проступать силуэты зданий, первое впечатление было очень простым. Вау! Ферма Нисеко Такахаши находится у подножия Йотей, той самой горы, которую местные прозвали Хоккайдской Фудзи. Только Йотей более дикий, суровый и величественный. На подъезде к самой ферме первое, что бросается в глаза, аккуратные здания кирпичного цвета с черными крышами и белыми колоннами, напоминающими арки, огромная территория, идеальная чистота, простор и какая-то почти европейская атмосфера. Если не знать, куда приехал, можно легко подумать, что это дорогой загородный курорт, а не молочная ферма. Но самое интересное здесь скрывается за красивыми фасадами. Такахаши ферма работает по принципу полного производственного цикла, от выращивания коров на собственных пастбищах до изготовления сыров, десертов и другой молочной продукции прямо на месте. Поэтому все, что продается на территории, производится буквально в нескольких десятках метров от покупателей. При этом вход на ферму и парковка совершенно бесплатные, что для такого популярного места оказалось приятным сюрпризом. Эта молочная ферма называется Нисеко Такахаши Букудзё. Чем она славится? Вот на территории есть разные кафе и рестораны, все из молочных продуктов местного вот этого производства. Можно посещать любое кафе и вкусно покушать, что мы, собственно, и сделаем. На территории расположено сразу несколько заведений: итальянский ресторан Мандриано, шоколадная мастерская, кафе с завтраками и легкими блюдами, сувенирный магазин и, конечно, знаменитый Milk Kobu, Miracle Kobo, местная кондитерская и магазин молочной продукции, ради которых сюда, собственно, и приезжают все туристы. Но эти красоты пришлось отложить на потом, потому что к тому моменту мы были уже настолько голодны, что мысли о культурной программе временно покинули нас. Поэтому первым делом мы отправились в ресторан Мандриано, который специализируется на пицце и блюдах с использованием местных сыров. И, честно говоря, это оказалось одним из лучших решений за весь день. Внутри ресторан очень уютный, много дерева, большие окна, запах свежего теста и расплавленного сыра. Но самое интересное находится еще до того, как попадаешь в зал. Продвигаясь по узкому длинному коридору, с левой стороны через огромное толстое стекло можно наблюдать за настоящим сырным производством. За стеклянной стеной созревают целые сырные головы. Сотрудники работают в стерильной форме, оборудование блестит чистотой, а сама атмосфера больше напоминает научную лабораторию, чем ферму. Именно это и удивляет меня больше всего. Ведь когда слышишь слово «ферма», обычно представляется сараи, неприятный запах и все в таком роде. Здесь же все выглядит настолько современно и технологично, что кажется, будто попал на производство какого-нибудь космического питания для астронавтов. У нас еще ничего не зацвело, поэтому хоть вот такое вот. Работает с 11 до полшестого, это Last Order LO, до 17:30, а так до 18:00 можно посидеть. Ну, классно. А здесь вот даже можно сыры купить какие-то, но это уже на выходе. После такого зрелища аппетит разыгрался окончательно, поэтому мы заказали целых 2 пиццы Маргарита и свежий салат. Кстати, с фотографиями получилась отдельная история. Мне ужасно захотелось снять процесс приготовления от раскатывания теста до отправки пиццы в печь. Но когда я подошла поближе, то увидела табличку с запретом на съемку возле рабочей зоны. Никаких камер и телефонов. Пришлось смириться и вернуться за стол. Так что в кадр попали только наши счастливые
делиться, тянущийся сыр и стремительно исчезающие куски пиццы. Тесто оказалось нежным, воздушным, сыр тянулся чуть ли не на полметра, а сама пицца исчезала со стола быстрее, чем мы успевали ее фотографировать. В итоге наелись мы настолько основательно, что часть заказа пришлось забирать с собой, и, как показали дальнейшие события, сделали это совершенно не зря. Вижу, что это отличается. И сыр, и все прочее от того, что продают в супермаркетах. Ой, здесь уже новые сыры вот эти вот принесли. Такой цех чистенький прям вообще. Внутри все блестит. Здорово. Пацана по ходу дела вот эти глыбы прямо пленят его, пленят. Он прям всю кучу эту уже он и так, и тыкнет ногой, и рукой. Не знаю, почему всех вот в этот талый снег прям тянет и тянет. Мои, когда маленькие были, прям зарывались все. В общем, это у нас кафе десертов. Именно с молочной продукцией. Вот у них меню, что есть. Айскрим, софт-крем, булочки еще крем. Заварные. Ному йогурту. Питьевой йогурт, чизкейки. Весна с крыши. Мороженое. Регалии, которая ферма имеет всякие кубки, награды. Классно. Вот, с одной стороны там корова, а с другой стороны заходишь, вот тут вот написано, что есть, всякие новости. Автомат, можно купить талончик на то, что ты хочешь, а вот здесь вот мороженое само. О, рамон, куки крем с печеньем мороженое, потом раму резан. Это, господи, как он называется-то? Изюм в роме. Raspberry с малиной, green tea, black tea. Это с черными этими гома. Тут вообще много чего вкусного. А вот еще крем, ничего себе. О, класс. 250 йен. Одна щукрим стоит. Тут вот даже на тарелочке. А это крышечки от мороженого. То есть какие виды мороженого есть. Тут можно целый сет купить. В сет входит 4 молочных мороженых, 3 блубери и раз, два, 3 матча. Ролл Миркухен. Милкухен. Он очень, кстати, популярный, но сладкий очень. Все виды сыров. И сколько он стоит? 100 грамм вот этот раклет чиз. 750 йен. Потом шред чиз. 1130 йен, 150. Ну, короче, в Японии очень такие вот натуральные сыры, они все дорогие. 100 грамм будет где-то 11-12 долларов. Завтрак на траве, только не на траве, а на подоконнике. Мне чем-то это напоминает, это как в школе раньше. Облокотился на подоконник, на переменке что-то перекусил, побежал дальше. Действительно мороженое, что не перенасыщено сахаром, молочное. Прям молочное такое вкусное. Это мороженое розовое, но со свеклой и с яблоком. Со свеклой и яблоком. Поэтому такое розовенькое. Шарик вот свекольно-яблочного мороженого. И кинаку это порошок, соевый порошок и ячменный чай. Чуть-чуть такое подслащенное, но в основном не сладкое. Легкое такое мороженое, вкусное. А там вон красотищая какая вдалеке горы. Туман, ничего не видно. Ну, прямо красотищая. А тут нельзя вон фотать. В этом магазине все такое вот эко, то есть там всякие брелочки из дерева сделанные, из бересты сережки, из бересты колечки. Там даже из стекла, вот, допустим, подставки для палочек. Такая вот чистая японская эстетика, ну красиво. Мне понравилось. Конечно, это все дорого, это ручная работа. Соответственно, и цена тоже будет такая же. Так, ладно, здесь вот у нас магазин
Baumkuchen and chocolate. Вот тут шоколад. 72%。Сколько? Нанаджуни? 72%. 100%あるよ。Ну это вообще горький. Вот прям какой он по цвету. Вон, если 100%, то вот такой вот молочный. Вот он. Натуральный шоколад. Ты будешь? あっちでシュークリーム食べたい。Ферма, где содержатся коровы, находится вон там, и коров издалека можно посмотреть. Это здесь находится все. Вон коровы. Класс. Довольные, сытые и слегка перегруженные молочными продуктами, мы наконец отправились к финальной точке этого дня – в онсен. Потому что именно под конец дня, после целого ряда поездок, хочется уже не культурно отдыхать, а буквально снять с себя всю накопившуюся усталость. Это своего рода ритуал омовения бренного туловища, которое хочется до скрипа отмыть и отмочить его в исцеляющей водичке, пока мозг наконец не перестанет думать о намотанных километражах за рулем и прочих радостях взрослой жизни. Наш выбор пал на онсен Хирафутей, одном из самых известных источников в районе Нисеко. И надо сказать, завершать день именно здесь оказалось идеальным решением. Хотя, если честно, любовь к онсенам у меня случилась далеко не с первого взгляда, потому что когда я впервые в своей жизни попала в японский онсен и зашла в женское отделение, моя психика получила резкое обновление. То, что я там увидела, до сих пор хранится в самой дальней папке моей памяти без возможности нажать на Delete. Но спустя какое-то время я адаптировалась, а онсены усовершенствовались и стали современнее, комфортнее и интереснее в плане сервиса. Более того, за последние 5 лет я настолько скатилась в онсеновую зависимость, что даже прокачала свои скиллы и теперь в легкую могу отличить натуральный состав минеральных ванн от обычного подогретого водопровода и выбирать места с действительно хорошими источниками. Это все настолько затягивает, что сейчас я даже уже не представляю свою жизнь без онсена. Для меня одна удачная поездка в хороший натуральный онсен по эффекту приравнивается месячному отпуску на море. В общем, онсенная тема – это своего рода культ. И хотя на моем канале уже есть несколько отдельных видео про онсены, но, кажется, я созрела для полноценного гайда по хоккайским источникам. Теперь там, где нормальные люди читают состав шампуня, я читаю состав онсенной воды и искренне радуюсь, если вижу, что где-то написано про натриево-хлоридное или сернистое с гидрокарбонатным. Источник в Хирафутей как раз относится к натриево-хлоридным. Такая вода прекрасно прогревает тело, помогает расслабить мышцы после дороги и оставляет то самое ощущение приятного тепла, которое сохраняется еще несколько часов после купания. Внутри все устроено по классической японской схеме. Сначала раздевалки и душевые зоны, где необходимо тщательно вымыться перед посещением ванн, а затем уже сами купальни. Есть большие внутренние бассейны с термальной водой, сауны, ванны разной температуры и, конечно же, ротенбуру, купальня под открытым небом. Именно ради таких моментов я и люблю онсены, потому что сидишь в горячей ванне, вокруг прохладный воздух Нисеко, над головой вечернее небо, поднимается пар, и все проблемы начинают внезапно просто куда-то уходить. Красота и блаженство. Возможно, звучит как диагноз, возможно, это уже диагноз, но если бы существовала программа лояльности для онсенозависимых, я бы давно уже получила платиновый статус. После купания мы еще немного побродили по небольшому магазинчику при комплексе, рассматривая местные продукты и сувениры, а потом вышли на улицу. Стало уже совсем темно, кожа еще
хранила тепло источника, голова стала удивительно легкой, а в теле появилась та приятная расслабленность, которую невозможно купить ни за какие деньги. В такие моменты особенно жалко, что выходные заканчиваются, но нужно было возвращаться. Молочный план был выполнен, онсеновый тоже. Пицца протестирована, коровы найдены. В общем, выходной можно было завершать и официально считать успешным.